Всем привет! Сегодня у нас опять распаковочка. Наверное, даже это будет полноценный видос про клавиатуру. Вот пришла база. Пока что только база. Остальные компоненты придут немножко позже. Кстати, коробка довольно-таки легкая. Белый цвет, RGB. Что значит RU? Типа российская версия. Значит, это база для кастомной клавиатуры, которая может работать как по проводу, так и по радиоканалу. Обошлась она мне что-то в районе 2500 рублей. 2600, скорее всего. Что за эту цену вполне неплохо. Вот это да. Там что-то миллиард слоев. Я, конечно, в этом пока не шарю, но я думаю, разберемся. Значит, стабилизаторы присутствуют. Скорее всего, не смазанные. А нет, что-то есть там. Имеется. Нет, все-таки, походу, смазанные. Так, роллер. Роллер, значит, присутствует. Так, с задней стороны вот такие вот ножки. Двухуровневые. Так, а с задней стороны у нас переключение режимов. Получается радиоканал, USB и Bluetooth. Переключение Mac и Windows, Type-C и донгл. Вот так это все выглядит. Ну, кстати, блин, сама база что-то очень легкая. Тут у нас идет пуллер для свечей с одной стороны и с другой стороны для кейкапов. И провод Type-C. Тоже серенький, как от моей клавиатуры Red Square. Ну и в принципе все, больше тут ничего нет. Вот такая она по размеру в сравнении с Keras TKL. Ну, кстати, она не намного меньше. Я думал, она прям будет супер маленькая. Но оказывается, нет.
Так, значит, продолжаем собирать клавиатуру. Приехали свитчи. Сейчас буду вскрывать коробки. Вот такие вот две коробки. Это получается Akka Cream Blue Pro. Тут получается две коробки по 45 штук. Смазка еще не успела приехать, поэтому будем собирать так. Так, а это кейкапы. Коробка немножко развалилась. Вот так вот они выглядят. Хорошо, что ее скрепили резинкой, а так, мне кажется, она бы разлетелась вся. Вот эта вот коробочка. Так, ну их откроем попозже. Ну все, будем приступать к сборке. Вот, собрал клавиатуру, дособирал. Столкнулся с некоторыми проблемами. Почему-то в середине выпадают свечи. Ну как, не выпадают, они не до конца вставляются, не до щелчка. Не знаю, с чем это может быть связано. Я уже все пересобрал, уже даже полностью без корпуса, без всего. То есть чисто на плату их надевал, но получается это то же самое. И звенит пробел. Это я потом посмотрю поподробнее, когда времени будет побольше. В чем может быть здесь проблемка. А так в целом все круто, все получилось. Вот здесь вот Саша производит кастом клавиатуры вот этой. Сейчас посмотрим, что получится. Вот, значит, Саша произвела кастом клавиатуры. Тут некоторые кейкапчики заменила. Смотрится вот так вот. В принципе, прикольно.
В общем, вот такая вот клавиатурка получилась. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.